Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про демократию или мужчина-лидер в отношениях. Что из этих двух вариантов больше подходит для построения счастливых отношений? Когда мужчина главный, когда мужчина у руля? Или когда, если мы говорим про демократию, оба принимают решения и прислушиваются друг к другу? Также в этом видео я хочу сказать: вставай, русский мужчина! Когда вы посмотрите это видео, вы поймете, о чем я. Ну, если я затронула такое слово демократия, когда решение отдается, не всегда это так, но тем не менее решение отдается народу, то если перенести демократию в отношениях, то уже оба принимают решения, не как было раньше, хотя все-таки по комментариям я могу сказать, что мужчины стремятся к традициям, которые были раньше, да, к этому традиционализму, когда мужчина главный. И женщина практически ничего не решала, да, то сейчас многие думают, что все это устаревшее, все нужно менять, и поэтому вот ты равноправный партнер, и мы вот строим все одинаково. А так ли это должно быть? Меня кто-то просил записать видео, какого рядом с собой я вижу мужчину. Я обязательно это сделаю, просто не в этом видео, но один из пунктов, он будет такой, вот я сейчас скажу о нем. Для меня мужчина – это президент. Я могу быть вице-президентом, я могу быть пресс-секретарем, но никак сама не президентом. Почему я так считаю? Я считаю, что мужчины и женщины должны прекрасно понимать свои роли в отношениях. У женщины роль быть женственной, но не локомотивом, который будет вести все на себе. Тогда она эту женственность теряет. И мужчина с такой женщиной, с женщиной-локомотивом, теряет свою мужественность. В общем-то, все очень просто. Мы можем это наблюдать, вот если взять иерархию, когда один человек преобладает над другими. Ну, самое такое видное – это на работе. Может быть, кто-то сталкивался с тем, что, к примеру, ты какого-то человека считал своим союзником, да, или с человеком там, близким по духу, у тебя были с ним хорошие отношения, но когда речь заходит о каком-то таком вакантном, привлекательном месте, когда и зарплата большая, или многие люди хотят туда попасть, на это место, да, этот союзник может уже стать твоим конкурентом. Люди в этой борьбе вот, по направлению вверх могут растерять какие-то качества человеческие, теневая сторона открывается в человеке, да, и вот это вот начинается такая борьба. И если взять, например, мужчину и поставить на ринг с женщиной, но вряд ли все похлопают, когда мужчина выиграет, победит женщину и скажет, какой он крутой. Это будет неравная борьба, потому что женщина, она изначально слабее мужчины. А вот если мужчину поставить с равным конкурентом, да, с тем же мужчиной, то тогда здесь уже будет все на равных, все по-честному. Когда женщина начинает конкурировать со своим мужчиной, это не мудрая женщина. Она в этот момент очень несчастлива. Ей просто приходится это делать. Вот мужчины, как я сказала, да, стремятся к этому традиционализму, когда они главные. Но тем не менее, при этом они сейчас хотят, чтобы женщина и зарабатывала так же, и работала, да, также столько часов, и при этом, чтобы она тоже и принимала решения, и все, и в общем, все было вот на женщине тоже, да. Ну, это, мне кажется, не очень правильно. То есть я не говорю о том, что кто-то должен быть обязательно вот только один, да, а другого вообще не слушать. Но не кажется иногда мужчинам, те вот, кто мне пишет в комментариях, я очень четко, знаете, то даже никаких социальных опросов не нужно, а вот можно комментарии просто почитать, где мужчины постоянно жалуются на женщин только, но при этом сами себя мужчины не меняют,
А у мужчины очень хорошо развита вот эта вот тема эгоизма. Вообще, надо сказать, что у мужчин очень все в порядке вот с темой любви к себе. Вот недавно я, кстати, тоже со зрителем общалась, да, и очень хорошо написал молодой человек, молодой, действительно юный, что в принципе так оно и есть. У мужчин с этим, в общем-то, все в порядке, да, с любовью к себе. А у женщин это нужно периодически в течение всей жизни сохранять в себе. И не всем женщинам это удается, далеко не всем. И что я хочу сказать, когда мужчина проявляет эгоизм, да, то в принципе это нормально для достижения каких-то целей. А вот если женщина начинает проявлять все свои теневые качества, вот, которые я ранее, да, описала, и в том числе вот этот эгоизм для достижения своих целей, да, то вырабатывается тестостерон у женщины. А тестостерон, мы знаем, он присущ мужчинам. Поэтому мужчина с такой женщиной находится, можно сказать, вот рядом с ним находится мужчина. И я думаю, что вряд ли кому-то понравится, приходя домой, видеть с собой рядом вот такое что-то похожее на себя. Нет, мы можем наблюдать, что мужчины часто говорят о том, что они могут даже где-то поступиться умом женщины, но при этом они хотят видеть рядом с собой красивую женственную женщину. Это нормально. Я не могу сказать, что это ненормально. Вот для мужчины, для женщины это будет ненормально, если женщина будет обращать только на внешность. А для мужчины это, в принципе, нормально. У нас же полушария по-разному устроены. У мужчины не работает два полушария одновременно. И когда мужчина расслаблен, он реально расслаблен. У мужчины 20% задействован только мозг при расслаблении. А у женщины при расслаблении все равно работает мозг на 90%. И у женщины одновременно два полушария задействованы. То есть разум и эмоции. Да? Поэтому у женщины часто все вот так вот в голове. И в этом и есть гармония, что когда мужчина пребывает в полном разуме, женщина может добавлять вот эти эмоции. Да? Вообще, как раньше было, женщину оберегали семья, родственники, а потом передавали мужчине, и он продолжал оберегать свою женщину и быть вот этим вот, он все контролировал. Все аспекты в семье и в их совместной жизни. Сейчас тоже находятся мужчины, которые пишут, что это плохо, мужчину доили со всех сторон, как корову. В общем, ни в каком мироустройстве мужчина не был расслаблен. А сейчас мужчины хотят все расслабиться, не хотят напрягаться. И мужчины некоторые просто инертные в жизни, которые ничего не требуют. Как это, если ты ничего не требуешь от жизни, то в какой-то момент и жизнь от тебя ничего не требует и не подкидывает тебе никаких сложностей, можно так сказать, да, ведь в этих сложностях люди преодолевают, и если вот взять каких-то успешных людей, то обязательно, или там людей, которые просто достигли чего-то, обязательно будет история, как он там 20 раз упал и 20 раз как неваляшка встал, да. Но многие мужчины сейчас не предъявляют себе таких требований. От этого вся система координат, как строится брак, семья, отношения, она просто рушится. Даже не то, что рушится, ее нету просто. Нету абсолютно никакого конструктора, который бы собрал все воедино, и чтобы в голове четко было понимание, как оно должно быть на самом деле. Как в озере, если там нет движения, то озеро в какой-то момент просто превратится в болото. Поэтому мужчины, слабые мужчины, они, чтобы быть, например, женщиной, они что делают? Они берут и обесценивают женщину.
Вот так вот они делают. То есть они не... ну, восхищаться я вообще уже молчу, чтобы мужчина восхищался. Я не знаю, что это сейчас такое. Это какой должен быть мужчина в каких-то воспитанных старорусских традициях. Сейчас такого нет. Мужчины не знают и не понимают, что, чем там восхищаться. Они не знают даже такого слова, что восхищение должно быть. Да? Ну, не то, что должно быть, но вообще-то желательно. И поэтому, да, вот нету требований к себе, то есть требования по комментариям, вот я читаю, требования только к женщинам, что женщины испортились, а мужчины у нас не испортились. Вот могу сказать, что очень даже испортились. У меня маленький процент на канале зрителей, которые адекватно пишут про своих коллег, скажем так, да, про мужчин тоже. Пишут и сами мужчины, что мужчин сейчас полно просто слабых, которые себе никаких задач, ничего не предъявляют. Поэтому это, в общем-то, нужно понимать, да? Ну и возвращаясь, вот, то есть я описала свою картину, да, какой мужчина должен, кто должен принимать решение. То есть для меня однозначно это мужчина. Любой женщине хочется, чтобы все-таки мужчина был разумом, ну, чтобы она понимала, что мужчина вот этот разум, скажем так, да, чтобы тогда мужчина чувствует, что рядом с ней сильный мужчина, который умеет принимать решения и который знает, как это сделать. А когда женщине приходится это делать, женщина автоматически рядом с собой не уважает этого мужчину, понимаете? Поэтому таким отношениям дается, может быть, какое-то время еще, но это несчастливые отношения. В этих отношениях точно ни женщина, ни мужчина не будут счастливы, потому что оба не сохраняют свои роли, да? Вот. Ну а что касается прям демократии, когда оба принимают решения, знаете, я не могу сказать, что вот женщина должна сидеть и молчать там в тряпочку, да, как говорится. Конечно, к женщине обязательно нужно прислушиваться, обязательно. Обязательно друг к другу нужно прислушиваться, да, чтобы не было только вот этого проявления эгоизма «я так сказал» и больше никак иначе. То есть не до такой степени, чтобы, не знаю, в каменные века вернуться, когда вообще женщина не воспринималась как какое-то разумное создание. Вот. Но, тем не менее, у руля, на мой личный взгляд, все-таки должен быть мужчина. Вот так вот. Вот такое вот видео. А что касается «Вставай, мужчина», в этом видео я хотела сказать, что, дорогие мужчины, ну, взбодритесь, не знаю, какую-то литературу, может быть, нужно почитать. Может быть, это просто совет. Это не совет знатока какого-то, вот, не знаю, там, мне там очки подправить, и такая я вся умная сижу, да. Но прежде чем обвинять, что сейчас такие женщины, нужно разобраться с тем, а какой должен быть на самом деле мужчина. А соответствую ли я достойной женщины, которая могла бы быть в моей жизни? Выполняю ли я все свои могу ли я выполнить все свои мужские обязательства в отношениях? Силен ли я? Да, и поэтому вот это поиск вот этого мужского начала, из которого все в отношениях с мужской стороны и складывается, если мы говорим про хорошие, крепкие отношения, да, нужно задавать себе, не только женщине предъявлять претензии, но и себе тоже задавать вопрос. Вот так вот. Вот такое видео. Все, увидимся уже завтра в новом видео. До встречи, пока.